Для вязания этого узора нам необходимо набрать четное количество петель. Раппорт узора 2 петли. Для образца я наберу 14 петель. Кромочные петли уже включены в этот счет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Для этого узора я рекомендую провязать какие-то базовые ряды. Например, это может быть платочная вязка, либо резинка, потому что край у узора он загибается. То есть здесь я начинала вязать с самого начала, поэтому обратите на это внимание. Для образца давайте провяжем 2 ряда чулочной вязки. Первую кромочную я, как всегда, провязываю. То есть сейчас мы вяжем просто 2 нулевых ряда, чтобы перейти нам на узор. Кромочную я вяжу изнаночную, можно вязать лицевой. Первый ряд провязан чулочный, второй ряд также лицевыми петлями, то есть некая база для начала узора. И кромочная тоже изнаночная. Все, подготовительные ряды у нас провязаны. Начинаем вывязывать узор. Первый ряд кромочную я снимаю, и в первом ряду у нас все петли вяжутся лицевой петлей за правую стенку. Сейчас у меня петли лежат правой стенкой перед работой. Я вяжу за правую стенку, то есть чтобы петли не были скрещенными. Кромочная, изнаночная. Второй ряд. Все петли мы вяжем изнаночной петлей, также за переднюю правую стенку. Все петли изнаночной до конца ряда. И кромочная тоже изнаночная. Вяжем третий ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Из следующей лицевой петли нам нужно вывязать 3. Таким образом, вставляем правую спицу за правую стенку. Сейчас она лежит за работой. Захватываем рабочую нить, вытягиваем лицевую петлю. Далее делаем накид. Вот таким образом, чтобы нить сейчас шла на нас. И сюда же вставляем правую спицу. Вытягиваем лицевую петлю, скидываем петлю с левой спицы. Следующую петлю мы вяжем просто лицевой. Снова вставляем правую спицу в лицевую петлю, лицевая, накид, лицевая, скинули и просто лицевая. То есть вот эти 2 петли есть раппорт нашего узора. Снова в лицевую петлю провязываем лицевая, накид, лицевая. То есть из одной петли мы вывязываем 3. И следующая просто лицевая. Итак, снова лицевая, накид, лицевая, просто лицевая. Из одной 3. И последний раппорт. Лицевая, накид, лицевая. В конце ряда идет лицевая и кромочная, изнаночная. Третий ряд провязан. И 4-й ряд. И вяжем последний 4-й ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Далее у нас идет изнаночная петля по узору. Мы сейчас ее не провязываем, а переснимаем на правую спицу. Нить идет за работой. И следующие 3 петли, которые мы вывязывали из одной, мы провязываем за задние стенки лицевой петлей.
раппорт. Снова переснимаем изнаночную петлю, нить за работой. Из 3 мы вывязываем 1 лицевую за задние стенки. Снова пересняли изнаночную петлю, из 3 1 лицевая, пересняли изнаночную, из 3 1 лицевая, пересняли изнаночную, из 3 1 лицевая, пересняли изнаночную и заканчиваем ряд из 3 1 лицевая и кромочная. Это изнаночная сторона, это лицевая, то есть получилась такая крупная цепочка, дорожка из объемных петель. И еще раз повторим наш раппорт. Первый ряд все петли лицевые, вяжем за правые стенки. До конца ряда все петли лицевые. Кромочная, изнаночная. Второй ряд все петли изнаночные. 2 простых ряда. До конца ряда все петли изнаночные за правые стенки. Третий ряд. Кромочную сняли. Из первой лицевой петли мы вывязываем 3, вставляем правую спицу лицевая, накид, лицевая, следующую лицевую провязываем просто лицевой. Раппорт провязан. Снова из 1 3, лицевая, накид, лицевая, из лицевой просто лицевая. И так до конца ряда. Лицевая, накид, лицевая, просто лицевая. Накид можно также делать другим способом, то есть сейчас покажу: лицевая, накид и вот так лицевая. Но в таком случае узор получится не такой объемный. Я уже проверяла, поэтому накид предлагаю делать все-таки первым способом: лицевая, накид, лицевая, просто лицевая. И в конце ряда лицевая просто и изнаночная. И последний 4-й ряд. Кромочную сняли. Ряд начинается с изнаночной петли. Мы ее просто переснимаем на правую спицу. Рабочая нить за работой. И далее из 3 петель мы вывязываем 1 лицевую. Снова снимаем изнаночную на правую спицу. Рабочая нить за работой. Из 3 петель вывязываем 1 лицевую за задние стенки. И так до конца ряда. Узор абсолютно несложный. И кромочной, изнаночной. Вот такой объемный, красивый узор получается. Обязательно сохраняйте себе этот узор. Он вам пригодится для вязания свитера, шапочек. Красиво будут смотреться детские изделия. Ну и взрослые, конечно, тоже. Это большой образец. Очень объемный и интересный узор получается. Посмотрите, какие горизонтальные дорожки объемные получаются. Красиво, просто и быстро. Узор получается плотный. Это изнаночная сторона. Если этот узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!